Так, наш с вами наборчик, наш с вами iPadик. Вот. Набор у нас вот такая инструкция. Это фигня. Убираем защитное стекло. И, собственно говоря, вот. Надо бы, конечно, подогреть, но шлейфа у нас с вот этой стороны, то есть вот так надо открывать. Сейчас попробуем, что он скажет присоска, но мне кажется, что ничего хорошего она нам не скажет. Да, я так и думал. Самое главное. Ой, ребятки, что хочу сказать, берегите глаза и руки. Мелкие осколки в больших количествах. Итак, отковыряли мы наше с вами стекло. Нужно быть очень аккуратненько, глубоко не засовывать, потому что можете поцарапать непосредственно сам дисплей. Поэтому очень осторожненько. Вот так оно снимается, как книжка. Не забудьте, пожалуйста, что если вы смотрите на кнопочку снизу, то у вас с правой стороны шлейфы. Вот так это выглядит. Теперь нам нужно открутить вот 4 самореза по углам. Это вот 2 шлейфа идут с этой стороны. И нам нужно открутить 4 самореза по углам дисплея. Откручиваются они легко, а вот когда будете доставать дисплей, нужно аккуратненько не тянуть, потому что он может лопнуть. Его нужно немножечко расшатать вверх-вниз. Вот примерно так. Либо поддеть аккуратненько, когда вы видите, что поддается, тогда можно уже поднимать. Видите? Чуть-чуть пошатал вверх-вниз, раз, он поддался. Все, теперь можно поднимать. Иначе вы потянете за угол, он просто треснет и придется менять также еще и дисплейчик. На самом деле процедура несложная, но немножко. Не забываем про шлейфа. Не срываем сразу стекло, не срываем на мыши кнопку с него снимать. Не срываем сразу дисплей, потому что под ним также идет шлейф. Открываем его не сильно. Все отсоединилось, поднимаем. И теперь нам нужно открутить вот эти 3 винтика. Снять эту защитную площадку и под ней отстегнуть 3 шлейфа. Шлейф дисплея, шлейф тачскрина и шлейф нашей с вами кнопочки. Оп. Сложного в принципе ничего нету. Аккуратненько крутим, болтики не роняем, никуда отверткой не тыкаем. Все поддается без проблем. Также нужно вычистить будет рамочку вокруг от стекол, от клея, чтобы все у нас нормально приклеилось. Убираем пластинку, и вот они у нас. Раз, два, 3. 3 шлейфа. Я болтик немножко уронил, надо достать. Вот он.
И желательно, конечно, использовать что-то пластиковое, не металлическое, для того, чтобы отстегнуть шлейф. Они отстегиваются элементарно. Дисплей можно убирать. С ним очень аккуратненько. И также нам осталось отстегнуть кнопку и отстегнуть стекло. Кнопочка у нас отстегивается. Оп. Стекло уже готово, а кнопочка. Нужно аккуратно вот в углу снять резинку, которой придавлен шлейф. Она приклеена. Видите, дисплей также. Его лучше можно подрезать, чтобы не рвать, потому что можно оторвать вместе со всей требухой. Это просто герметик. Ну вот, собственно, стекло у нас в руках. Осталось снять с него нашу заветную кнопку со шлейфом, переставить на новое стекло. И все. Кстати, когда будете ее ставить, не поцарапайте белую часть с обратной стороны. Снимается все просто. Поддели, нажали. Кнопочка у нас в руках. Все. Это у нас с вами мусор. Ну и процесс зачистки, подчистки. Нужно все убрать, потереть, обчесать, продуть, чтобы стекла, потому что стекла летели во все стороны, так как экран был поломан. Итак, мы подготовили, почистили рамочку, продули все. Осталось снять скотч. Сейчас ставим наш с вами замечательный дисплейчик обратно. Подключаем его к шлейфам. Есть. Теперь мы укладываем его под наш фиксатор. Вы слышали, защелкнулся. Прежде чем все это сейчас собрать, нам нужно с вами убедиться, что все получилось. Так, раз, два, три, четыре. Все. Все четыре. Ну, давайте. Давайте проверять. Страшно. Кнопочка включения. iPad завелся. Уже хорошо. Так, сенсор работает. Home button работает. Все, собираем. Можно сенсор проверить, но я еще не оторвал. Не забудьте, пожалуйста, оторвать пленочку с сенсора. Сейчас покажу. Вот эта вот штука. Вот она. Ее нужно снять. Для того, чтобы сенсор нормально работал. Поэтому перед установкой обязательно снимите, иначе у вас будет глючить сенсор.
Собираем в обратном порядке. Закручиваем 4 болта. Протираем экран. Снимаем скотч. Приклеиваем. Так. Главное не забыть еще одну вещь сделать. Нам же с вами нужно поставить обратно вот эту планочку. Ну все, закрутили планочку, осталось дело за малым прикрутить обратно дисплей, убедиться, что он стал на свое место, закрутить 4 винта по периметру, еще раз убедиться, что все чистенько вокруг, нигде не осталось остатков клея, стекол. Я напоминаю, что стекла будут лететь, если у вас сильно разбитый экран, то у вас стекла будут лететь мелкие во все стороны. Поэтому позаботьтесь, чтобы потом они у вас были ни в руках и ни в ногах не торчали. Вот. Так, ну в принципе одну цяточку оттираем и можно закрывать. Так, ну что, момент истины. Пробуем. И желательно самим не приклеиться к этому. Это же еще без защитного стекла мы. Все, шикардос. Годится.